Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами новогодний рецепт капучино. Я буду его готовить на кофемашине, на домашней, на бытовой кофемашине. И вы тоже его сможете приготовить, если у вас есть кофемашина. Но те, у кого нет, не расстраивайтесь, обязательно смотрите ролик до конца, потому что это все можно сделать и без кофемашины. А если хотите узнать как, пишите в комментарии, я обязательно сниму отдельный ролик, где я буду делать все то же самое, но только не буду использовать кофемашину. Сегодня с кофемашиной. Что нам для этого понадобится? 150 мл холодного молока. Температура молока должна быть плюс 4, плюс 8 градусов. Идеальная жирность молока 3,2%, 3,5%. Значит, белок не менее 3 граммов на 100 мл молока. Дальше нам понадобится с вами черный кардамон. Конкретно черный кардамон. Он бывает зеленый и бывает черный. Притом его нужно купить вот в таких вот, то есть семена кардамона нужно купить цельные, а не измельченные. Это очень важно. Семена находятся в такой специальной оболочке. То есть если внимательно на них посмотреть, то вы увидите, что каждые зернышки находятся в такой специальной оболочке. Она похожа на такую, знаете, ну как солому. И нужно измельчить кардамон и просеять этот кардамон через сито. После этого вы получите необходимый для вас молотый кардамон, максимально свежий. Повторюсь, что не стоит покупать уже готовый кардамон, необходимо самому приготовить этот кардамон. Берем одну ложку натурального меда и добавляем этот мед прямо в холодное молоко. Добавили. И взбиваем молоко. Я включаю пар, сейчас нагревается кофемашина. Дальше мы просто с вами взбиваем молоко, как обычно. Если у вас нет дома кофемашины, молоко тоже можно взбить. Еще раз повторюсь, если интересно, пожалуйста, пишите в комментариях, обязательно сниму про это ролик. Самое главное, чтобы вам рецепт понравился. Он очень простой. Вам понадобится черный кардамон и вам понадобится мед, молоко и кофе. Так, я взбиваю молоко. Молоко мы взбиваем, нагреваем, как обычно, для приготовления капучино. Температура примерно 55-65 градусов. Как эту температуру понять, если нет градусника? Емкость, которую вы взбиваете, если она металлическая, конечно же, начинает немножко припекать. То есть, как бы питчер становится уже горячим. Его можно держать в руках, но при этом он постепенно начинает уже обжигать немножко руки. Это такой показатель, когда уже температура молока примерно выше 50 градусов. Значит, я заканчиваю приготовление молока, уже начинает немножко обжигать кофемашина. Остановили. Здесь уже весь мед, который находится, перемешался вместе с молоком. Если вы это делаете стимером, то это происходит автоматически. Если вы это делаете по-другому, то нужно будет дополнительно перемешать. Что дальше? Берем непосредственно измельченный черный кардамон, примерно 1/4 кофейной ложки. Если чайная ложка, то это еще меньше. И добавляем в стакан, в который варится кофе. Для надежности можно молоко еще раз с медом вместе перемешать, пока готовится кофе, для того, чтобы мед гарантированно растворился. Но когда будете перемешивать, могут на молоке появиться большие пузырьки, поэтому, пожалуйста, делайте это очень аккуратно. Приготовленный эспрессо нужно хорошенько перемешать. Кофе уже прекрасно пахнет этой пряностью, просто великолепно. Прям благоухает. Там будут мелкие крупицы от этой специи, не переживайте, они не будут препятствовать потреблению вашего напитка. Они прекрасно, они не растворятся, но они прекрасно будут оседать постепенно на дно. И вливаем дальше аккуратненько молоко, как в капучино. Все, напиток наш готов. Можно наслаждаться. Давайте сразу проведем дегустацию. Даже здесь, на поверхности, вы должны чувствовать аромат и кофе, и молока, и черного кардамона. Очень сладкий, такой очень приятный, очень такой, знаете, букетный напиток получился. Прям специя раскрывается во рту. Для того, чтобы крупинки не попадали, нужно обязательно просеять эту специю через сито. И у вас еще останется вот эта оболочка, она тоже останется в сите. У вас будет только непосредственно сама пряность.
вкусно, реально очень вкусно. Почему я его назвал новогодним капучино? Ну, потому что он такой яркий, в то же время он такой сладкий, очень праздничный и очень приятный напиток. Друзья, у меня все. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Если это так, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на этот канал, для того, чтобы не пропустить новые, свежие рецепты, в том числе и новогодние. Пока-пока.